Привет, гайцы! С вами снова Андрей. И сегодня мы продолжаем говорить про обслуживание контроллера, его охлаждение и разгон. Технически какие у нас стоят задачи, при обслуживании и разгоне контроллера? С одной стороны, нам надо обеспечить как можно более легкий путь прохождения тока в контроллере, то есть сделать все его детали, силовые, как можно толще. А с другой стороны, максимально быстро вывести из контроллера тепло, которое в нем выделяется на тех же мосфетах, на процессоре, на дорожках, и так далее. Ну и, соответственно, после всех этих проведенных работ, мы на выходе получаем такой себе невъебенный профит, со всей этой работы. Значит, по поводу расширения пути для тока, естественно, надо увеличивать сечение дорожек. Потому что то, что нам дается с завода, оно вообще ни о чем. Раньше я усиливал дорожки медным проводом, моножилой, по-моему, 1,5 квадрата в 2 ряда. Но оно как-то было достаточно сложно и выглядело сильно массивно. То есть это уже получалась такая высота дорожки, что и лишний вес, и в принципе она и на корпус могла коротнуть, если где-то плата будет прыгать, и дорожка продавится до корпуса контроллера. Потом я решил усовершенствовать эту технологию без потери характеристик, без потери качества. Я взял провод уже потолще, по-моему, 4 квадрата я взял. Отковал его молотком на стальном диске от гантели и получил вот такие вот шинки. И, соответственно, пропускная способность осталась той же, но такая вот плоская шина, она ближе ложится к самой дорожке, заводской. Там нужно меньше олова, и, соответственно, путь тока короче ко второму слою меди, а размер и вес всей этой богадельни значительно ниже. И если там по заводу даже они какую-то медную шинку ложат, плюс-минус, она получается где-то 3 квадрата сечением, то после обслуживания, при наложении дополнительной шины, то это уже выходит где-то квадратов 7 меди и еще плюс олова. То есть там пропускная способность получается на выходе мама не горюй. Это касательно основных силовых дорожек, И есть у нас еще короткие дорожки, посередине между плюсом и минусом, Туда тоже накладываются такие шинки и усиливаются оловом, потому что по заводу те шинки, которые они ложили, они на всю длину даже и не проходили, то есть там они извращались, так, чтобы сделать это побыстрее, поэкономнее, но это меня нифига не устраивает. И, соответственно, все отводы от плюса и минуса к ножкам транзисторов, там уже шины особо не поставишь, но все они были усилены значительно оловом, для того, чтобы тоже толщину этих дорожек повысить, но делать это надо все очень аккуратно, чтобы случайно не спаять 2 дорожки между собой. Что касается фазных проводов, по заводу выходит оттуда в моем контроллере 3 квадрата какого-то непонятного китайского говна, луженого, достаточно жесткого,
Да, оно как бы в какой-то термостойкой силиконовой оплетке, но эта изоляция, да, она по толщине как бы больше даже, чем сам провод. При этом она мягкая, и если где-то вы ее там перегнете где-то на загибе, она может просто тупо разрезаться. Поэтому фазники, да, на выходе с контроллера, ну, считайте вот эти вот 3 квадрата какого-то говна луженого, по факту там меди квадрата 2 это потолок. Я сразу меняю на 4 квадрата чистой меди. То есть это эффективное сечение для тока увеличивается сразу в 2 раза. Как это выглядит, примерно сейчас вы видите на экране. Достаточно комфортно 4 квадрата меди влазят в заводские отверстия. Единственное, что их надо грамотно очистить от старых проводов, как бы снять олово. Делать это надо достаточно мощным паяльником, хотя бы 1000 ватт, чтобы быстро разогреть, быстро достать провод и быстро выдуть из него остатки олова. Потому что если передержите, окислится как бы дорожки, окислится плата, да, она обуглится, и это уже как бы, ну, не совсем по фэншую. Что касается вводных проводов, да, контроллера, ну, в стоке там идет коннектор XT60 и плюс-минус такой же провод, как на фазниках, 3 квадрата какого-то луженого говна, меди там, ну, потолок квадрата 2, да. Можно было бы их тоже как бы менять на чисто медь, но мне, конечно, было лень, да, все это делать, выпаивать с платы, доставать стоковые провода, ставить новые там, да, и так далее. Вот, поэтому я сделал немножко проще. Я стоковые провода не менял, коннекторы XT60 не отпаивал, да, со стоковых проводов, с платы их не доставал, но я сократил длину провода в 2 раза, который идет к контроллеру. То есть обрезал провод пополам, и уже на этот провод я напаял второй коннектор XT60 и сдублировал его на силовые дорожки плюс и минус. Причем второй дублирующий провод, он, ну, размещался, как мне видится, в наиболее удобном для этого месте, как бы, да, там, где к дорожкам подключаются конденсаторы, и, соответственно, так как до конденсаторов еще достаточно долгий путь, да, от мосфетов к конденсаторам, то вся эта дорожка, она тоже усилена медными шинами, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность. То есть на выходе у нас получается максимально широкий путь, широкая дорога для того, чтобы ток зашел в контроллер и вышел с него. То есть подключение одного контроллера идет 2 коннекторами XT60. Там идут, да, как бы заводские провода по 3 квадрата. Вот оно как бы пришло, да, на контроллер, пришло на дорожки. Дорожки усиленные проводом кованым из меди, да, плоскими шинами, припоем. Переходы от плюса и минуса к ножкам транзисторов тоже дополнительно распаяны оловом. И на выходе, да, те фазные провода, которые идут на мотор, они уже заменены на чисто медь, 3 квадрата, и эта схема, она в принципе полностью себя оправдала. Это все то, что касается ширины дороги, да, для прохождения тока. То есть уже только на этом, да, мы увеличиваем пропускную способность контроллера и снижаем нагрев его элементов. Дальше мы движемся к тому, как ускорить отдачу тепла при работе контроллера. В первую очередь это эффективный тепловой буфер, который снимает тепло с транзисторов. В моем случае это медная пластина. После съема размеров у меня была
медь 10 шириной, но это было многовато. В итоге я взял 8 и сделал тепловой буфер из 8. Сейчас на экране вы видите процесс изготовления, да, и конечный результат вот этого теплового буфера. Что дает тепловой буфер из меди? Ну, во-первых, алюминий, он вообще как бы тепло не проводит. То есть это, ну, говная идея, как бы делать тепловые буферы из алюминия. Медь имеет намного большую теплоемкость, теплопроводность, да, и намного более эффективно, да, ну, как бы она тяжелее и дороже. То есть она снимает тепло с ключей быстрее, она позволяет ключам находиться в более равномерном тепловом режиме. И, соответственно, дальше звучит вопрос только в том, как снять как бы тепло с этой меди и отвести его наружу. Ну, а отводить наружу уже его мы будем всеми доступными нами методами. Значит, первый метод, как бы, да, ну, базовый, но не самый эффективный, это крепление медного буфера к корпусу контроллера. И, соответственно, второй метод – это проточное охлаждение 2 вентиляторами. В предыдущем видео вы видели крышки, которые были расточены специально под установку этих вентиляторов. Вентиляторы размером 3 на 3 на 1 сантиметр. И один вентилятор устанавливается на нагнетание, то есть он подает холодный воздух в контроллер. И второй вентилятор работает на отсос, он горячий воздух из контроллера высасывает. Оба эти вентилятора работают в проекции теплового буфера, контроллера и мосфетов. То есть в первую очередь они снимают температуру с мосфетов, даже если они ее еще не передали на буфер, снимают температуру с буфера, ну и, соответственно, вытягивают тепло с остальных деталей контроллера, процессора, там, да, силовых дорожек и так далее. С самими вентиляторами я пока еще экспериментирую. Те вентиляторы дешманские конченые, которые на флуках работают, они меня не устраивают. Они нужного потока воздуха не дают. Сейчас я заказал вентиляторы на подшипниках с Китая. Здесь они в Украине стоят вообще бешеные бабки. Это где-то в районе $13 штучка. А их надо минимум 3. То есть 3 вентилятора там по $13, плюс доставка, плюс наложенный платеж. Это выходит где-то 1700 гривен. Ну, это вообще нереально. Я заказал их с Китая там по $2 с копейками. Вот жду, когда они придут, и как бы буду их устанавливать, да, буду экспериментировать. В целом хочу отметить, что проточный охлад достаточно неплохо себя показал. Даже на алюминиевом тепловом буфере, да, в стоковом контроллере удавалось сбить температуру со 110 до 70 градусов. На вот даже там не проточные вентиляторы были, а просто как бы стояло 2 вентилятора с одной стороны на отсос. При проточном охлаждении, когда оба вентилятора стоят в проекции мосфетов и буфера, который снимает с них тепло, один нагнетающий, другой отсасывающий, я думаю, эффективность этой схемы будет еще на порядок выше. Потому что без принудительного охлаждения, ну, все-таки как-то схема выходит не очень эффективной. Я беру в пример как бы свой прошлый контроллер с Лайки, там вентиляторов не было. Там был медный буфер на мосфеты. И этот буфер, он крепился к полностью медному корпусу. Да, это было намного лучше стока, но это было достаточно сложно в изготовлении, на порядок дороже. Вес всей этой конструкции был больше. И эффективность как бы, ну, была, скажем так, не то чтобы рекордной. На сегодняшний день я пришел к тем выводам, что это
ну, избыточное мероприятие, да, и по энергозатратам, и по весу. Главное, в первую очередь, снять пиковые температуры с ключей на медный буфер. А корпус, допустим, можно оставить алюминиевым, да. Он тоже, да, какую-то небольшую часть тепла будет отводить, но эффективнее, быстрее, дешевле и легче снять его проточным охлаждением. Ну вот, мне сегодня видится ситуация вот так вот. По отслеживанию всей этой истории, естественно, установлен термодатчик в контроллер, которого в стоке нету. Термодатчик установлен, контроллер имеет 12 ключей. Термодатчик установлен посередине платы между 6 и 7 ключом, между корпусами ключей и как можно ближе к радиатору, да, потому что, ключи все-таки они на медный радиатор моментально передают температуру. Естественно, там уложена термопаста, да, чтобы это все было как-то более-менее объективно. И, соответственно, экран термодатчика выведен на гуся у меня на контроллере, и я могу оперативно анализировать ситуацию, да, в каком состоянии находится контроллер, да, хорошо он себя чувствует или хреново, да, и, соответственно, принимать решение дальше, что с этим всем делать. Должен здесь хотя бы в 2 предложениях остановиться на таком моменте, как хакинг отсечки контроллера. Потому что стоковые параметры вот здесь вот, да, в 51 вольт, они меня вообще никак не устраивают. То есть остается 20% недоразряженной батареи, а 20% от 150 километров пробега. При батарее 2,1 киловатт-часа это где-то 30 километров. Это ни хера не интересно, я думаю, в принципе, вы со мной согласитесь. Поэтому при обслуживании контроллера, да, был уделен особый момент к тому, чтобы снизить отсечку. К сожалению, быстро и легко это не получалось. Приходилось искать на плате участки и детали, которые отвечают за регулирование этой отсечки. Но даже их нахождение и адаптации было недостаточно, потому что контроллер дуже умный. В нем стоит очень много защит, и вот установка просто других деталей, она не помогла. То есть эти детали не просто должны быть установлены, но они и должны быть изменяемы по характеристикам в течение времени. И поэтому пришлось ставить те детали, да, которые модифицируемы, да, параметры которых можно менять, и выводить их за пределы контроллера наружу самоката, на гуся. В итоге сейчас вместо стоковых 51 вольта я могу разряжать нормальные, качественные профбанки типа Samsung 50S вместо 51 вольта до примерно 42, получить дополнительно 30 километров пробега на минуточку из воздуха. Но это тема не этого видео. Об этом мы поговорим подробно в следующих роликах. Сейчас здесь детально на этом останавливаться не будем. Здесь же мы обсудим с вами профит, полученный от проведенных работ. Значит, первый профит – это то, что исчез тротлинг контроллера. То есть раньше я даже ехал сам, и на разгонах возникал тротлинг. Сейчас после обслуживания тротлинга нету. То есть электроника работает стабильно, мощность контроллер не сбрасывает, и я газ удавил и еду полный вперед. Второй огромный плюс заключается в том, что вот сейчас еще вентиляторы не пришли, то есть обслуживание контроллера еще не закончено. Жду вентиляторы под проточный охлад.
Но даже без вентиляторов температура летом упала со 110 до 70 градусов. То есть минус 40 градусов как бы на ровном месте. Соответственно, сопротивление ключей ниже, КПД выше, эффективность езды больше, надежность в большом плюсе. Контроллер пока не форсировался. Для форса мне еще нужен новый кастом мотор и новая батарея, потому что без них как бы форсирование как бы особо смысла не имеет. Тем не менее, как бы контроллер к форсу подготовлен. Шунты еще не лудились, но уже после обслуживания контроллера, да, в стоке там ток был 55 ампер по заводу, на фоне заявленных 50. Сейчас он уже 58. То есть я еще шунты не лудил, как бы, да, ничего не делал. Но ток уже вырос с 55 до 58 ампер. Вот просто за счет обслуживания, за счет того, что контроллер работает в более оптимальном режиме. Когда станут вентиляторы, я думаю, что в принципе, ну, технически можно ток поднимать и до 100 ампер на 12 ключах, потому что 100 ампер на 2 ключа, да, как я говорил ранее в видео, это получается 50 ампер на ключ, а по даташиту он рассчитан на 120, да, при нормальном охлаждении, да, при нормальном обслуживании и так далее. То есть получается, даже если он на 50 амперах будет работать, это даже не половина как бы его даташита. Поэтому до 100 ампер как бы технически вообще гнать как бы такой контроллер это не проблема абсолютно. Позволит ли логика контроллера, не знаю, посмотрим, насколько это будет. Сейчас 58 ампер, как минимум 70, я думаю, мне удастся его погнать. Может, до 80 электроника не позволит, а может и позволит. Если позволит, прокачаю его до 80 и при этом с проточным охладом. Если сейчас без вентиляторов это где-то 70 градусов против 110 в стоке, то я думаю, что с форсом там до 70 ампер это будет, ну, может быть не 50, но потолок 60 градусов. Достаточно неплохие показатели. Да, я видел ребят, которые делают и 40-45, но 60, вы же сами понимаете, это далеко не 110. И 60 это уже с форсом. То есть, если без форса, да, если вот просто тупо ездить на нем 58 ампер, со всеми проделанными работами, с охлаждением, как бы, да, и так далее, то при 58 амперах, ну, если без вентов там 70 градусов, то с вентами это будет 50-55. Где-то так. Вот такой на сегодня профит от уже проведенных работ. В принципе, они уже почти закончены. Жду только вентиляторы, чтобы поставить их на боковые крышки. И дальше, как бы, да, смотреть, что еще можно выжить с этого бюджетного контрика за сколько-то там 35 или 40 баксов. В конце ролика хочу выразить большую признательность и благодарность тем людям, которые мне помогали советами и запчастями. В первую очередь это Дмитрий из Киева. Димочка, большущее тебе спасибо. Во вторую очередь это Ваня из Закарпатья. Ванечка, огромная тебе благодарность. И Алексей из Киева. Лешка, привет-привет. На этом пока это вся информация по нулевому обслуживанию, охлаждению и разгону, форсированию контроллера, да, к которым я пришел вот в 2024 году. Однозначно это не последние данные, не последняя информация, поэтому подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Спрашивайте, задавайте свои вопросы в комментариях, что вам интересно. Всегда вам отвечу. Ставьте лайк для того, чтобы это полезное видео увидело как можно больше пользователей в YouTube. Ну а с вами сегодня был Андрей. И до встречи в следующих видео. Бай-бай.